Без денег как быть счастливой, не читая чтения книг? Как изменить привычку, спрашивает Ира. Ира, очень много исследований показало, что деньги к счастью не имеют никакого отношения вообще. Давайте говорить прямо. Необходимость иметь деньги бывает тогда, когда у человека реальные проблемы со здоровьем. Когда это вопрос жизни и смерти. В обычной жизни, и когда его еще из тюрьмы выкупать не надо, деньги в большом объеме в принципе не нужны. Более того скажу, когда человек зарабатывает больше, чем может проесть, у него вообще начинается проблема, он начинает просто обслуживать свои деньги. У него развивается тревожность, как ни странно, неуверенность по поводу отсутствия денег, разорения и так далее, что у него не было, пока и денег не было. Так что к деньгам части отношения не имеет. Добрый день. Алло. Здрасте. Ну, наконец, у нас первый мужчина проведался. Как вас зовут? Да. Меня зовут Артем. Да, Артем, пожалуйста. Я еду в машине, может быть, меня будет немножко плохо слышно. Артем, а вы... На самом деле... Это же неправильно ехать в машине и говорить по телефону. Ну, может быть, неправильно, но у меня сейчас другого выбора нет. У меня скорее такой философский, чуть-чуть мировоззренческий вопрос. Угу. А вы очень много говорите про то, что надо поступать, как ты хочешь. Угу. Как вот эта позиция соотносится с долгом? Потому что, как правило, у нас всегда есть обязательства, обязанности перед родителями, перед детьми, перед близкими людьми, перед коллегами там, и так далее. Их на самом деле много. Если я, допустим, перестану делать что-то, то из-за этого пострадает куча народа. Никакого долга нету, Артем. Если вы хотите ребенка, то вы берете на себя все, что с ним связано. Это не долг перед ребенком, это ваша потребность проводить с ним время, кормить, таскать его на загривке, менять ему памперсы, подтирать его какашки, гулять и не спать. Это часть вашего удовольствия, это ваш фан. Вот когда человек здоровый, со стабильной психикой, позитивный, хочет иметь детей, он знает, что его ждет, и это никакой не долг. Это ему все нравится. Дальше. У него есть родители, он их прямо обожает, у них прекрасные отношения. Он с ними общается не из-под палки, не потому что он должен, потому что он этого хочет. Ну и так далее. Это касается работы и всего остального. Проблема начинается в том месте, когда все пошло не так. Когда у тебя тяжелые отношения с родителями, но ты с ними общаешься, потому что они умрут раньше, чем ты, и ты хочешь избавить себя от чувства вины, как ты будешь жить, когда ты им не позвонил, а мамы уже нету в живых, а тебе с этим чувством вины жить. Ты общаешься с ребенком, который тебе все на самом деле наплевать, но то жена орет, поговори с ним, он меня не слушается, то тебя из школы вызывает. Ребенок тебя вообще раздражает, но ты же отец, ты должен с ним общаться. У тебя есть обязательства на нелюбимой работе, где ты вообще работать не хочешь, но тебе как бы надо семью кормить, ту самую мать, с которой ты не хочешь говорить по телефону, и того самого сына раздражающего, который, как в фильме «Курьер», делает 2 дырки в банке и пьет из дырки, а не открывает всю банку. Поэтому ты терпишь и работаешь и так далее. Вот так выглядит чувство долга. Как-нибудь мы поговорим, как выглядит чувство совести и чувство вины. Теперь я возвращаюсь к Вячеславу. Привык с детства вставать на работе и в юности совмещать учебу с работой и уставать сейчас. 30, сейчас 30, также привык работать очень много, и когда устал, чувствуется лучше, как от этого избавиться. Вячеслав, давайте сначала поймем, что это за механизм такой. Трудоголизм – это наполнение себя усталостью, чтобы тебя отпустило. Значит, в базе есть следующая проблема. Проблемы с личной жизнью, когда не хочется там ни отношения, а если у тебя есть семья, не хочется идти домой. Вообще личная жизнь – больная тема. Знаете, есть такой детский тест, нарисуй там человека, да? И некоторые дети, да и взрослые тоже, рисуют не человека в полном понимании, а рисуют пиктограмму. Ну, такую палки и кружочек – это голова. Психологи считают, что для него, для человека, который так рисует схематически, у него проблема с собой. То есть вот его личная жизнь, она для него, так сказать, неприятна, тобой он отделывается такой схемой. Вот такие люди, они обычно сидят на работе, как говорится, от звонка до звонка и даже после звонка.
Но это напоминает мой любимый анекдот, Рабинович, что вы все время ходите по камере, вы думаете, если вы ходите, вы не сидите. Вы можете жить на работе, Вячеслав, это, к сожалению, не решит ваши проблемы. Теперь, вот представьте себе, у человека внутреннее напряжение, ему плохо. Но когда он решает проблемы, его отпускает за счет того, что он находит разместить свою плохость в каких-то вот рабочих, например, вещах, да. Есть люди, которые вообще не живут нормально, они могут, им как раз всем в МЧС пойти работать. Они могут только полноценно себя чувствовать, когда что-то горит, взрывается, тонет, когда надо спасать, когда нужно что-то вскрывать, резать автогеном и так далее. В этот момент они чувствуют себя нужными и востребованными. Так, наверное, такая психология у многих военных людей, которые в гражданской жизни чувствуют себя некомфортно. У меня есть любимый город Калининград, куда я, кстати, собираюсь 8 мая ехать тоже лекцию читать. И я там даже в школе учился, когда был мелкий, в 7 школе. Если кто-то нас слушает, может быть, одноклассники найдутся. И в Калининграде я жил во дворе, а соседний дом у меня был дом моряков. Моряки — это люди, которые полгода в плавании, потом приходят домой, начинают жестко пить. Но им надо как-то снять это дикое напряжение после полугодичного, так сказать, плавания и так далее. Вот это люди, которые вот так могут жить, а просто дома не могут жить. Что здесь первично сказать трудно. Наверное, выбор все-таки профессии первичен. У них была уже эта проблема. Все было очень неспокойно. Вот мы жили, так сказать, люди обычные, сухопутные, но жили какой-то жизнью. А там человек не мог вот просто жить на земле. Ему нужно было уйти в море. Там, конечно, нереально устать, почувствовать себя просто на пределе своих возможностей, потом прийти домой. Там вообще, конечно, мама дорогая, что дома творилось у нас во дворе. Включая коллективные драки, человек по 200 с каждой стороны. Обычно по 1-2 трупа было. Даже когда я был ребенком, я это помню. Вот такая жизнь у людей. Вот это внутреннее огромное напряжение, вот это страдание заставляет находить такую жизнь, такой образ жизни, при котором тебя должно отпустить. И за счет проблем, в вашем случае, Вячеслав, за счет сидения и уставания на работе, и совмещения учебы с юностью, с юности, с учебы с работой, что прямо валиться с ног от усталости, это попытка уйти от внутреннего напряжения. В какой-то смысле она более здоровая, чем, например, напиться. Потому что алкоголизм, он тоже на этом же построен. Это попытка внутренне расслабиться, потому что человека что-то гложет изнутри, и вот это напряжение снимается алкоголем и так далее, наркоманов, соответственно, наркотиками. Добрый день, здравствуйте. Как вас зовут? Говорите. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Юрий. Юрий, я вас слушаю. Да, вот у меня такая ситуация. Смотрите, я считаю себя, в принципе, счастливым человеком. Я в прошлом году отметил серебряную свадьбу. Но, несмотря на это, вот то, что я услышал в вашей предыдущем чате о том, что есть люди разного характера, и вот неврастенник, да, или как вы его называете, человек, который, в общем, не может, невротик, да, с собой справиться, с своими проблемами. И это вылезает, и вот я в этом человеке, как бы, вот то, что вы объяснили, это как раз образ моей жены. Несмотря на то, что, в принципе, я счастлив, и я люблю свою жену, периодически у нас происходят такие конфликтные ситуации, связанные с ее, постоянной жалобой на жизнь. Вы могли бы описать конкретно хоть одну ситуацию? Был бы вам очень благодарен. Ситуация... и тут, смотрите, ситуация связана еще с тем, что, возможно, она происходит из-за того, что мы вместе работаем. То есть я руковожу организацией, а она на этой работе тоже определенные функции выполняет, ей работа нравится, но поскольку мы все время вместе, и дома, и на работе, то у меня такое впечатление, что то ли она устает от постоянного общения вместе, хотя мы пытаемся вместе отдыхать, имея разные немножко интересы в жизни. Допустим, мне нравится там ходить в походы, рыбалка, парапланы, вот такой активный образ жизни. Ей это не очень нравится, поэтому мы стараемся совмещать отдых, допустим, ехать на юг, где можно еще и полетать на параплане, и тогда мы как бы вот здесь находим компромисс определенный. То, что касается сложной ситуации, которая возникает, вот сейчас весна, да, вот сложная, не знаю, может быть, связано с тем, что авитаминоз, что... Подождите, Юрий, тогда у меня будут конкретные вопросы. Я так понимаю, от вас не добьюсь этой конкретной ситуации. Ведь никто же не заставляет вас работать вместе, я правильно понимаю? Это же добровольный выбор был.
Точно, да. Поэтому вы не можете сказать, что это поэтому, потому что сама ситуация, она не вынужденная, она абсолютно ведь добровольная. Поэтому первую причину мы вынуждены будем отбросить. Не может быть из-за того, что вы все время вместе, ваша жена может быть с вами не вместе, работать на другой работе, вообще дома сидеть, правильно? Да, согласен. Поехали дальше. У вас разные представления об отдыхе. Как я это вижу? Да. Вы летите на параплане, жена бегает в это время за вами по земле. Никто не заставляет ей тоже летать на параплане. Более того, вы отдыхаете в одном месте, но по-разному. Это же тоже возможно, правильно? Да. Ну, тогда это тоже надуманная причина. Не знаю, может быть, я неправильно объясняю, почему это Нет, происходит, но... вы правильно объясняете, только это не является причиной. Понимаете, куда я клону, или не очень? Это называется психиатрией, психологизацией проблемы. Я типа пью, потому что у меня мать умерла. Но не все пьют, у кого мать умерла. Вот в чем дело-то. Ну, возможно, у супруги есть какое-то другое представление о совместной жизни. Вот мне кажется, что она вот видела бы это вот так и себе представляет. Слушайте, многие вещи. У вас серебряная свадьба. Вы наизусть знаете представление. Какое, расскажите у нее представление о совместной жизни? Как бы она рядом с вами, нет? Нет, она не рядом. Со мной, жалко. она не слышит. Вот тогда скажите за нее. Вот какое у нее представление о совместной жизни? Расскажите, пожалуйста. Ну, такое впечатление, что вот она смотрит сказки. Вот она, ей там почти 50 лет. Так. Ну, там 49 лет, да. Но любимые фильмы это сказки детские. Так. Или там не детские, и взрослые сказки, да. Угу. Где вот что-то происходит вот какими-то чудесными способами, и все любят друг друга, и все хорошо, и добро побеждает зло, и все счастливы. Так. И такая вот чмок-чмок-чмок, и любовь, и передачу «Дом-2» она смотрит непонятно почему, да, хотя там ничего такого нет. Она считает, что она отвлекается от проблем, как-то уходит в другую реальность, и вот причем себя, говорит, я часто вижу в этой ситуации, себя вижу. Я говорю, каждый ты себя видишь, значит, наверное, это должно помочь в каких-то моментах, когда ты, например, психуешь, нервничаешь, не понимаешь меня, я не понимаю тебя, мы пытаемся разобраться, в итоге скандал, потом все нормально, и достаточно долгое время все хорошо. Потом как-то накапливается, и потом выливается опять какую-то проблему. Ну, вот это вы описали абсолютно невротический сценарий невротических отношений. Почему люди умудряются жить так долго вместе, потому что жизнь короткая. Жили бы как слоны, может быть, столько бы не придержались. Понимаете меня? Алло, Юрий. Так, Юрий у нас исчез. Вообще, надо сказать, тут очень интересно в этом разговоре для меня было две вещи. Первое, почему человеку нравятся мелодрамы, сказки и «Дом-2». И второе, как происходят взаимоотношения. Это интересно, я думаю, вам тоже будет понять. Во-первых, вы можете обратить внимание, что ваши скандалы и конфликты все происходят реально по одному и тому же сценарию. А внутреннее, это вообще биохимический процесс, когда накапливается какое-то эмоциональное напряжение. Тут много что участвует, и гормоны, и биохимия. Чтобы мы тоже понимали, например, депрессия – это нарушение не только серотонинового, нейромедиаторного метаболизма, там серотонин, допамин, норадреналин. Ну, неважно, причин много. Вот человек чувствует, вот подступает, у него такое, как вам сказать, напряжение. Он тогда находит какую-то причину, там носки валяются, как говорят семейные психологи, главная причина развода – то, что ботинки в коридоре стоят не параллельно друг другу. Вот начинается скандал. Смысл скандала – раскачать эмоционально партнера, чтобы он начал отвечать, там, в ответ тоже кричать. Тогда этот невротик успокаивается, потому что его отпускает за счет того, что он вылил свои эмоции. Дальше люди живут спокойно, пока опять напряжение не возникнет. Даже разговоры, которые между супругами, которые прожили уже 25 лет, они все одни и те же, по одному и тому же поводу, с одной и той же периодичностью. Это первое. Второе. Что такое любовь к «Дому-2» и что такое любовь к сказкам? Начнем с «Дома-2». Когда ты видишь, как страдает «Дом-2», это, в общем-то, передача про страдания в чистом виде. Потому что это про такую боль человеческую. Все друг друга бросают, предают, за спиной сплетничают, сливают тебя,
обманывает и так дальше. И, в общем, на этом построена передача, которая действительно побила уже все рекорды долголетия за счет того, что это полностью для невротика соответствует его представлению. Вот он как бы погружается в эту историю, его опять отпускает. Вот там, типа, живут еще хуже, а главное, что он их всех понимает, потому что он им очень сопереживает, у него самого такое, и бла-бла-бла. Это по поводу «Дома-2». По поводу сказок. Была такая история смешная. Это был год, не помню, 76-й или 78-й. Был журнал такой «Советский экран», который подсчитывал рейтинги кинопроката советского. И в этом году, не помню, не буду врать, в 70 каком-то, сразу 2 фильма получили самый высокий рейтинг просто по количеству проданных билетов. Это фильм «Шукшина. Калина красная». И, по-моему, это был мексиканский фильм «Есения». И вот журналисты советского экрана стали спрашивать, ну, «Калина красная» хоть более-менее понятно, там все-таки про русскую реальность, про нашу жизнь, очень конкретную, и люди пошли на этот фильм, потому что они видели свою жизнь, своих близких, себя узнавали, и все им было хорошо. Теперь они спрашивают, а «Есения» это про что? А там «Есения», типа, я тоже фильмы не помню, он такой типично девичий фильм, но про сказку, как вот этот фильм с Ричардом Гиром и Джулией Робертс. Короче, там такая история, как цыганку посещает какой-то там, не знаю, офицер, и она бежит из табора, в общем, бред какой-то, не помню. Что зря врать, если это было 40 лет назад. Короче говоря, журналист спрашивает, я не знаю, какую-то доярку из совхоза, говорит, а почему вы на этот фильм пошли? Говорит, это фильм же про меня. Говорит, как про вас? Вы же работаете в совхозе дояркой. А Есения — это цыганка, которая похищает офицер. Она плачет от того, что ее не понимают. Говорит, это кино про меня, это про мою жизнь. Хотя все понимают, что в совхозе нету ни цыган, ни офицеров. А есть только коровы и колхозники с совхозниками. Потому что она так чувствует, потому что это полностью соответствует ее переживаниям. Я вам скажу еще одну интересную вещь. Как правильно пошутил Парфенов, кино, то есть телевизор — это прокладки между рекламой других прокладок. А если вы хотите что-то умное, книжку почитайте. Люди, которые живут плохо, они вообще обожают смотреть кино, они обожают там сериалы и так далее. Потому что они погружаются в другую жизнь, потому что их жизнь их не устраивает. У людей, у которых все хорошо, они, как правило, очень мало смотрят кино. И, друзья, вы не поверите, они даже книги читают тоже не часто. Если только это не по специальности. Потому что у них есть своя полноценная жизнь, им не нужно жить чужой другой жизнью. Вот в чем вещь. Здравствуйте, Михаил, я страдалец. Даша пишет, ну хорошо, страдалец, мне 28 лет, работаю над собой, рано или поздно возвращаюсь в состояние страдания. Какие ключевые моменты поведения необходимо изменить, чтобы навсегда избавиться? Но чтобы навсегда с этим надо работать, а не то, что изменить один ключевой момент или 2 ключевых момента. Надо всегда уходить от дискомфорта, не боясь последствий. Надо говорить о том, что тебе неприятно, и не надо ничего терпеть. Добрый день. Здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста, как вас зовут? Да, добрый день, меня зовут Татьяна, мне 27 лет. Приятно дозвониться, неожиданно. Вы знаете, у меня такая проблема, что я достаточно активный человек, спорт, английский, все очень чудесно, замечательно, работаю, но работа меня не устраивает. Я уже там придумала... А чем вы занимаетесь, Татьяна? Я занимаюсь, помощник руководителя. Вообще я творческий человек, художник. А чем вы хотите заниматься? Я хочу заниматься, хочу творить, хочу рисовать, но меня останавливает такие истории в моей голове, диалог. У меня постоянно такой вот диалог. То, что Таня, ну ты вот все это оставишь, бросишь работу, например, вот все, тебе не нравится, ты уйдешь с работы. Окей, утром проснешься и начнешь там писать картины, допустим, там, попытаешься их продавать. Ну, не получится у тебя продавать там ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. А вот кушать там будет не на что там, условно. Понятно, да, стратегический запас гречки, картошки, он есть всегда, но тоже его как бы надолго не хватит. Меня пугает и останавливает то, что
Ну, вот это вот страх, наверное, неизвестности какой-то, то, что не получится, то, что, ну, как же так, ну, вот, наверное, это. И в чем? Как вот с этим быть и как вот работать, может быть? Таня, с этим быть плохо, потому что ваша работа, собственно, как вся ваша жизнь, она и есть обслуживание страхов. И касается это не только работы, это будет касаться и других вещей. Вы будете бояться потерять человека, например, и, может быть, будете с тем человеком, которого вы не любите, из страха остаться одной. Нет, вы знаете, нет. Это уже пройденный этап, это уже проработано. Сейчас у меня стоит задача вот самореализоваться. И вот самореализация для меня это удовольствие от процесса, а от того, что я делаю. Ну, может быть, ваше призвание это помощник руководителя? Нет, ну это скучно, это неинтересно. Но вы же этим занимаетесь. Притом я даже... Занимаюсь, потому что это, как бы, ну, скажем так, приносит мне какой-то стабильный доход. Да ладно, а можно задать вам интимный вопрос? Да, давайте попробуем. Стабильный доход это сколько? Ну, 60 плюс. То есть хорошо оплачиваемый помощник руководителя. Ну, не 25 минус. Понятно. Ну, вы знаете, будете вы продавать свои картины или нет, зависит даже не от вашего художественного таланта. Зависит как раз от того, чего у вас нету, от уверенности в себе. Я вам вот что скажу. Люди, которые продают живопись свою, да, и которые живут на это, они, конечно, не 60 тысяч зарабатывают, а если 60 тысяч, то это вообще в евро. Понятно. Ни один художник за 60 тысяч работать просто не будет, это смешная сумма. Или он не художник, а такой, знаете, непризнанный гений. Их, кстати, много. Притом некоторые из них после смерти признаются. Типа Ван Гога, да? Ну, это да. Да, некоторые остаются графоманами. Ну, как бы там, балуются и балуются, и это ни во что не выливается. Но существует целый огромный рынок с галеристами. Это вообще живопись — это рынок, понимаете, да? И искусство — это вообще рынок. У нас жизнь — это рынок, в принципе. Жизнь, Татьяна, это жизнь. А живопись — это чистый рынок. И люди, которые участвуют в этом процессе, они в нем участвуют. Что это значит? Они не просто пишут картины и ждут, когда их кто-то заметит, потому что могут ведь и не заметить, да? Они вступают в всякие союзы, они выставляются, они на последние деньги снимают себе помещение, делают рекламу, привлекают журналистов, людей и так дальше, и так постепенно раскручивается. Я вам скажу совсем простую вещь. Вам нравится художник Сальвадор Дали? Честно, ну, как бы вот по моему восприятию нет. Да, гений, да, безусловно, но вот для меня, мне интересно... Не нравится. Но, видите, вы говорите, гений, да, и я считаю, что он гений, мне он, правда, нравится, но дело в том, что Сальвадор Дали мог остаться испанским художником. А вот его жена Гала взяла своего мужа, Салика, и отвезла его в Америку, и устроила ему там, ну, по нашим нынешним представлениям, это огромный тур с огромной пиар-компанией, с привлечением газет, журналов, кучи людей, искусствоведов и так далее. И в результате он бы мог остаться неизвестным, а остался известным. Я вам расскажу, у меня в консультации есть такая книга, 2 книги даже. Они обе изданы, ну, нынешним он теперь как бы главный психиатр России, это академик Смулевич. Он в 70-е годы издал 2 очень интересные книжки на английском языке, называется «Рисунки и живопись больных шизофренией». Я вам хочу сказать, Ван Гог не самый интересный художник, но видно, что у него шизофрения, потому как остальные композиции устроены. Только Ван Гог стоит $1 000 000, а эти люди вот попали в книжку психиатра, и это все, что можно о них сказать. Поэтому, если человек в себе уверен, если у него есть потребность писать, то, конечно, из него что-то получится, потому что из него просто это прет. А когда он не уверен, то возникает вопрос про гречку, про что мы будем есть, про страхи и так далее. Тогда вы работаете помощником руководителя. Дело не в том, будут ли у вас деньги. Дело в том, что у вас есть страх, и вы его, собственно, обслуживаете. Большинство людей, которые страдают от жизни, это и есть их жизнь, они обслуживают свои страхи. Они не делают то, что они хотят, просто из-за страха. Я не могу вам тут предлагать все ломать и начать новую жизнь. Это вы должны решать сами для себя. Но вы должны понять, что помощник руководителя – это дорога в никуда. А все эти деньги вы проедаете, и потом они в туалете и заканчиваются. Такой круговорот нельзя употреблять слово Войнович, который, в общем, в природе.
Поэтому лучше избавиться от страхов и начать новую жизнь. И это можно сделать, и это не может никак повлиять. Слушайте, я вообще работаю психологом. Психолог не самая оплачиваемая профессия. Средняя стоимость психологических услуг в городе Москве примерно от 3 до 5 тысяч. Я очень хорошо зарабатываю. Это все дело во мне, а не в профессии. Есть художники-миллиардеры, есть художники нищие. И, как вы видите, это не связано с качеством того, что они делают. Есть совершенно безобразные художники, над которыми все ржут, они, тем не менее, очень богатые. Все находится только в вашей голове. Я вам желаю избавить свою голову от страхов. Здравствуйте, я впадаю в депрессию от чтения Мураками и Достоевского. Читать люблю. Как не впадать в страдания от такого чтения? Смешной вопрос. Не читать, наверное? Раз вы читаете, особенно Достоевского, значит, у вас есть потребность, вот как вот мы говорили про кино, про какие-то ситуации, когда человек специально у себя провоцирует за счет чужих историй страдания. То есть это должно быть созвучно его переживаниям. Добрый день. Алло. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ирина, мне 26 лет, я из Санкт-Петербурга. Угу. У меня такой вопрос. Значит, раньше я весила 122 килограмма, потом похудела до 85. Так. Вот, где-то 4 месяца назад бросила курить, вот, ну, естественно, 5 килограмм набрала, теперь вешу 90. Так. И вот у меня очень сильное желание есть, то есть, знаете, это как аппетит волчий. И каждый раз, когда я ем, я потом мучаюсь сильным чувством вины и постоянно страдаю. То есть, и это вот не прекращается уже на протяжении 3 месяцев. Вопрос? Вопрос состоит в том, как, не винить себя, не страдать, наверное, от этого, а просто вот, мне, чтобы ответить принять этот период. А как вас зовут, вы сказали? Ирина. Ирина, мне, чтобы ответить на вопрос, надо вам задать тоже несколько вопросов. Кстати, я вот, по-моему, в прошлом месяце ездил в Питер, тоже читал лекцию, как раз про переедание мы говорили. Что именно вы едите? О какой еде идет речь? Огурчики, салатики, кефир или нет? Нет, конечно. Нет. Что я ем? Булочки и шоколад. То есть после того, как я бросила курить... Это нет, вот стоп, курение это не имеет никакого отношения. Почему-то... Это все так говорят. Когда бросишь курить, набираешь вес, это неправда. Набираете вес по другой причине. Вы едите углеводосодержащие продукты. Это вы понимаете? Да, понимаю. В чем смысл? Дело в том, что углеводосодержащие продукты, углеводы, строители нервной системы и психики. Из-за чего весь бред любой диеты? Любая диета – это проданный вам один и тот же продукт в разной упаковке. Во всех диетах есть одна фишка. Все, что угодно ешь, только не ешь углеводов. Есть совсем такие глупые предложения, там какие-то кефирные, очковые, кремлевские диеты. Есть модная скандинавская диета под названием «Зажарь себе свинину, полей ее сверху сметаной, на сметану положи кусок сливочного масла, и все это ешь, и ты будешь худеть». И они думают, что все такие идиоты. Они, кстати, не зря так думают. Все действительно идиоты и думают, что это реально... Да, ты будешь худеть, так ни странно. И думают, вот просто гении придумали. На самом деле это опять в другой уже упаковке вам предлагают опять не есть углеводы. Потому что мясо не углевод, сметана не углевод, и масло тоже не углевод. Это все липиды. Так вот, и белки еще. Так вот, нельзя не есть углеводы. Потому что человек, я видел этих людей, которые пытаются похудеть, отказываясь себе в углеводах, у них очень часто возникает острое психическое состояние. Вплоть до депрессивного расстройства, притом в острой форме. Поэтому, когда вы нервничаете, вы делаете 2 вещи. Первое, вы должны есть обязательно углеводы, потому что вы от них успокаиваетесь. И второе, вы должны есть большой объем пищи, потому что, когда у вас ощущается тяжесть, то у вас кровь отливает из головы в желудок, и вы тоже успокаиваетесь. И третье, все это приходится еще на вечер. Любой врач вам скажет, что надо до 6 не есть. Почему? А днем вы себя нормально чувствуете, потому что днем вы чем-то заняты, и вам не надо переедать. А когда вы, особенно считается тревожным периодом сумерки и дальше, то есть после все-таки 6 часов, и ночью, когда они засыпаются, хочется есть ночью. Не потому что такая привычка, как тупо говорят диетологи, а потому что в этот момент человек испытывает наибольшую потребность в успокоении. Теперь,
Дело не в том, что вы то едите или не то едите, или не в том объеме, или не в то время. Дело в том, что это уже последствия вашей тревожности. Если вы, дорогая Ира, вы меня слушаете? Да, слушаем. Хотите похудеть, вам нужно не с едой разбираться, а со своей тревожностью, со своей неуверенностью, со своей низкой самооценкой. Именно эти вещи заставляют вас переедать. Теперь по поводу чувства вины. На чувстве вины вы будете есть еще больше. Вот была такая тема, как понять свои желания. Я такой придумал смешной пример. Когда я хочу одновременно есть и худеть, да? То есть у человека так называемая амбивалентность. Он хочет два противоположных дела. На самом деле хочет он только есть, а он не худеть хочет, а выглядеть красивый хочет. Как бы вот, чтобы само это произошло. Это уже от головы идет худеть, рациональное. А желание, как эмоциональная сфера, может быть, только есть. И если вы избавитесь от тревоги или сами с психологом, если у вас тревога такая серьезная, да, вы до 120 килограмм дошли, может быть, стоит в Питере, у вас очень хорошая психиатрия. Я даже думаю, Питерский университет, психфак вообще, и военно-медицинская академия, и институт Бехтерева, все такое качественное. И у вас хорошие специалисты. Дойти до психоневролога. И, может быть, если действительно ваша проблема в тревожности излишней, вы будете пить противотревожные препараты, и у вас само отпадет две вещи. Желание переедать и желание есть углеводы в таком объеме. Понимаете меня, да? Да, я понимаю. Только это я раньше весила 120. А сейчас, а ваш что, рост 2,15, что ли? Что еще раз? Рост у вас какой? 180. То есть, сколько вы хотите весить? В идеале 70. Вот чтобы весить 70, надо не на диету садиться, а избавиться от тревожности. Вот это вам понятно? Да, это я поняла. Как только вы избавитесь от тревожности, у вас две вещи произойдут. У вас, отпадет потребность в излишних углеводах и объеме, и, у вас изменится метаболизм. Потому что у тревожного человека, у него совершенно другой метаболизм, у него другое идет усвоение пищи. Здрасте, Михаил. Понимаю, что когда сталкиваюсь с трудностями, надо просто начинать что-то делать для того, чтобы справиться. Но ловлю себя на том, что начинаю переживать, жаловаться, как научиться делать по-другому, спрашивает Юля из Москвы. Уже все ответили, Юля, просто делать. Можете жаловаться, но главное продолжать делать. Как помочь сыну 15 лет, страдает, возможно, из-за неблагополучия с раннего детства, не хочет учиться, сложные отношения в школе, дома, тяжело принимает все, что это родится с его мировоззрением, психологам наотрез отказывается ходить. Спасибо, Катерина. Вы знаете, вы можете помочь ему, будучи сама позитивной матерью, и второе, понять, что у нее это скоро закончится, это и есть пубертат. Лет в 16 его отпустят, он вернется в нормальное состояние. Добрый день. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Еще раз, меня Юрий зовут. Вот у нас прервался разговор, я рассказывал про супругу, которая любит «Дом-2» и мелодрамы.Юрий, вы, надеюсь, не в машине с телефоном уже? Нет, я в машине с телефоном, у меня руки не заняты, потому что, есть такая хэндсфри. Наконец. Вот тут, пожалуйста, говорим, сколько хотите. Давайте. Да, нет проблем никаких. Благодарю вас за очень подробное описание ситуации, но ответ на вопрос остался, в общем-то, неотвеченным, да, поскольку... А вопрос какой был? Я понимаю, что себя переделать я не могу, ее переделать сложно, наверное, если она этого не хочет. Вопрос, как быть в этой ситуации, если я не хочу с этим человеком расставаться. Все, очень простой. Спасибо, я вам отвечу, это очень просто. У вас есть два варианта. Или принять жизнь такой, какая она есть, и вашу супругу, и все ваши разногласия, включая скандал, или поменять супругу. Без вариантов. Или так, или так. Это вообще два способа. Знаете, у животных есть два способа реакции на опасность. Бежать или драться. А у человека за счет того, что он не бежит и не дерется, у него как раз вся кардиология, онкология, все остальное начинает вылезать. Это как будто вы... вот у автомобиля есть... одновременно жмете на газ и на тормоз. Называется «Я запорол свой двигатель». Вы должны принимать решения, у вас их два. Вы можете закончить отношения с женой, если они вас не устраивают. Вы можете принять отношения с женой, если вы не хотите с ней расставаться. Что вы не можете делать и что заставляет вас страдать, это не менять и не принимать одновременно. Здравствуйте, я вырос в семье, где страдания были нормой для мамы. Отец в итоге ушел, стал страдать уже отдельно.
До встречи с женой я считал, что смех и улыбка – дело несерьезных и придурковатых людей. Трагедии в кино и в жизни меня сильно будоражили. Спасибо жене, что со мной сейчас смеюсь больше, драмы не смотрю. Павел из Москвы. Насчет несерьезных, придурковатых улыбок. Мне для работы, так как я там печатаюсь во всяких журналах, кстати, в СНОБе меня почитаете, мне нужны были профессиональные фотографии. У меня есть друг Миша Королев, один из самых известных, кстати, фотографов в Европе, бывший главный фотограф Плейбоя и даже Клаудия Шифер. И он мне сделал фотографии, а я говорю, давай как-то я же психолог, мне надо улыбаться и чем-нибудь позитивную маечку надену. На что Королев сказал, не надо улыбаться, ты ж не клоун, а психолог. И не надо голубой маечки, потому что тебя не видишь ли в другой, и тебя зовут не Пол Маккартни, что давайте посмотрим, как он выглядит в голубой. И так я столкнулся с профессиональной фотографией и понял, что не все так просто. Королев сказал, держи морду серьезно, пожалуйста, улыбок нам не надо. Я говорю, а почему серьезно? Я же позитивный психолог. Говорит, нет, чтобы люди знали, что ты прямо вот сидишь 24 часа и думаешь про их проблемы. Поэтому давай морду кирпичом. Если сейчас посмотрите, как выглядит моя фотография в СНОБе, она прямо так и выглядит. Добрый день. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Сергей, я из города Тулы. Да, Сергей, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, вот мы с супругой постоянно слушаем ваши лекции, да, и у нас возникает масса вопросов. И у нее, и у меня, мы ваши ответы сравниваем постоянно, да, и хотели просто поинтересоваться одно. Как можно решить все наши проблемы? Наверное, вот, может быть, у вас есть какие-то к этому вопросу, не вопросы, а, извиняюсь, консультация какая-то у вас есть своя. Может быть, как-то можно записаться к вам. Нет, есть. На сайте все есть. Вряд ли я смогу рекламировать свою консультацию по телефону, поэтому можете посмотреть. Решить все проблемы, слушайте, я не знаю. Я вообще не сторонник идеализации человека. Я против того, чтобы мы были идеальны и беспроблемны. Пусть у всех будут свои тараканы. Самое главное, чтобы человек от жизни не страдал. Вообще, я вам хочу сказать, что цель психологии, чтобы человек мог жить в гармонии и в согласии с собой, с окружающим миром, чтобы он принимал себя таким, какой он есть, мир такой, какой он есть, и чтобы он получал от жизни удовольствие. Это, собственно, и есть работа психолога. Настя, здравствуйте. Общаюсь с человеком с апреля до конца ноября прошлого года. Потом мы списались. Общаться не хочу, по крайней мере, сейчас. Середина декабря депрессии. Как избавиться? Если у вас депрессия, вам надо идти к врачу, Настя. Добрый день. Алло, добрый день. Здравствуйте. Говорите быстро, у нас 1 минута, а потом мы вернемся к разговору. Как вас зовут? Меня зовут Сергей, допустим. Не хочу просто имя говорить. Вот. Да, Николай. Говорите, Петр. Нестандартная ситуация. В общем, 9 лет с женой, есть ребенок, и она уходит к другому. Так. А сейчас так сложилось, что в этот период, мы сейчас в стадии расставания находимся, разъезжания, так скажем, я встречаю другую женщину, и она тоже с 2 детьми и с мужем. Вот я не могу понять до сих пор, почему мне это вообще такая зеркальная ситуация. И что самое главное, моя жена, скорее всего, уезжает за границу к нему. И вроде как они тоже собираются уехать. И вот она думает оставаться со мной или уехать с ним. И, в общем, а вопрос в чем? Я не знаю, к чему эта ситуация мне. То есть я не могу понять даже, как действовать. И вообще как бы в таком пространстве с собой нахожусь. В вакууме. Я понял. Действуйте так, как хочется. Вам не надо ломать себе голову, что так происходит. Вы просто делайте то, что вы хотите. Вот мы сейчас уйдем на короткий перерыв. Хочу прочитать чуть-чуть. У нас есть слушатели с юмором. Михаил, каждую передачу, как не включил, рассказывайте, как бросили курить. Скоро начну. Спасибо за смешное сообщение. Через пару минут вернемся. Страдаю, что мужчина меня не уважает. Часто инициатива исходит от меня. Если есть кто обращает внимание, то он ненадолго. Виню себя, Вика. Вот потому что вы себя вините, Вика, поэтому так и происходит. Недавно мне шутку рассказали. Неуверенный человек с параноидальным расстройством. Я что, недостоин, чтобы за мной следили? Добрый день. Алло. Как вас зовут? Алло. Алло, меня зовут Алексей. Да, Алексей, пожалуйста. С удовольствием слушаю ваши передачи. Сегодня, когда вы записывали тип страдальца, я просто плакал.
Ну, от радости. Да, от радости. Так. Дело в том, что, слушаю каждую вашу передачу, я нахожу в себе все симптомы, и как тот персонаж Джером пока не нашел у себя только родильной горячки. Вы знаете, есть же такой, есть такой диагноз в медицине, называется медицинская интоксикация. Вы берете медицинскую энциклопедию, начинаете читать с буквы А и понимаете, что вы болеете всеми болезнями, которые там перечислены. Ну, а в чем ваш вопрос? Вопрос в том, я неуверенный в себе человек, и зависит от других. У меня повышенная тревожность, и я люблю пострадать. Так. Можно ли вообще с такими симптомами справиться, или мне проще пойти и убиться об стену, чтобы окружающие родственники не мучились? Справиться можно. Родственники здесь вообще ни при чем. Думайте про себя, если убьетесь об стену, лучше вам тоже от этого не станет. Как перестать страдать, если я хочу больше внимания от своего парня? Первый не звоню, не пишу и сижу, страдаю, что он не звонит, Анна из Москвы. Анна, давайте разберемся в вашем девичьем письме. Во-первых, как перестать страдать, если вы хотите то, что парень вам дать не может, просто поменять своего парня на другого, который может дать больше внимания. Второе. Вообще есть такое железное правило в жизни. Хочешь чаю, встань, налей и выпей. Хочешь внимания, звони сама. Хочешь говорить, звони. Хочешь писать, пиши. А когда вы хотите, но не делаете, это и есть манипуляция, цель которой, что вы начали на этом заморачиваться. Михаил, здравствуйте. В одном из выпусков вы говорили про невротическую любовь. Послушав вас, я осознал, что это мой случай. Сейчас я ни по кому не страдаю, очень этому рада. Но как избежать в будущем такого рода отношений, ощутить настоящую любовь, спрашивает Настя из Красноярска. Есть один способ, это поменять свою психологию полностью. Когда у вас не будет потребности в невротических отношениях, то любовь у вас будет здоровая. Многие идут по-другому, как мы в школе это назывался экстенсивный путь развития. Они думают, что с собой делать ничего не надо, надо просто другого парня себе найти, с другим все будет по-другому. Иногда, кстати, это бывает, но не часто. Обычно подобное притягивается подобным, и в этой ситуации не бывает исключений. То есть, если вы невротик, то он тоже будет невротик. Любовь из Калининграда. Я не крашу брови. Когда вы будете в Калининграде, я к вам приду, у меня столько вопросов. Люба, спасибо. Не красьте брови. Может, я псих полный, я вообще не выношу этого. И не очень люблю эти самые искусственные груди. Но брови это вообще просто жесть. Добрый день, Михаил. Мне кажется, вы пропадаете эгоизм. Может, это как-то прокомментировать. Спасибо, Калининград. Ну, если вам кажется, вы имеете право на то, что вам казалось. Эгоизм — это вообще другая история. Это про больных людей, зацикленных на своих проблемах. Мы не очень понимаем, что такое эгоцентризм, эгоизм. Как-нибудь я вам расскажу об этом. Делай то, что хочешь, к эгоизму не имеет никакого отношения вообще. Эгоисты живут своими внутренними переживаниями. И это их трагедия. Они не реагируют на других людей, на другие проблемы. Они зациклены на себе. Пока.